Кто-то с небес пытается связаться с вами прямо сейчас. Не случайно. Не по совпадению. Вы наткнулись на эти слова не благодаря алгоритму или случайному прокрутке. Нет, это божественный промысел. Это Бог сам, согласовывая время, сигнал и ваше сердце, чтобы это сообщение могло найти вас. Потому что есть человек избранный, священный и непредвиденный, который войдет в вашу жизнь в 2025 как ключ, чтобы разблокировать дверь. Ты думал, что запечатан навсегда. И когда эта дверь откроется, богатство, чудеса и избыток начнет вливаться в ваши дни так, как вы пока не можете себе представить. Оставайтесь здесь до последнего слова этого сообщения, потому что истекли что небеса приготовили для тебя, и это откроется только в конце. Возможно, прямо сейчас вы чувствуете себя потерянным, неуверенным, усталым. Возможно, вы молились и ждали, но все равно ничего не происходит. Тишина небес давит на вас. Дух, не так ли? Но послушайте, молчание – это не отсутствие. Молчание – это подготовка. Потому что, пока вы думали, что ничего не происходит, Бог писал следующая глава вашего судьба, и эта глава начинается сейчас. В 2025 году кто-то появится не случайно, а как божественный посланник, инструмент благословения и трансформация. Они будут нести семя вашего прорыва, и если у вас есть ра верить, то урожай придет в сверхъестественной форме. Поэтому прошу вас, не оставляйте это сообщение. Пока нет. Потому что прежде, чем все это закончится, небеса шепчут вам подтверждение. Представьте себе на мгновение, каково это, когда все меняется в одночасье, когда долги исчезают, когда двери, которые были закрыты годами, распахиваются, когда ваше сердце наконец-то обретает покой. Грядет это чувство божественного преображения. И знамением будет этот человек. Он может не прийти в свете. Он может не возвестить о себе громом. Но Дух пробудит в тебе что-то, безмолвное знание, которое говорит «это то, что я послал». И когда вы их встречаете, завет между небесами и вашей целью будет осуществлена активация. Вот почему вы должны слушать до конца, ведь если вы пропустите этот знак, вы можете пройти мимо своего чуда. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Бог зовет тебя в сезон пробуждения, сезон, когда скрытые вещи вашей жизни раскрываются. То, что когда-то было заблокировано, начнет течь. То, что когда-то было невозможно, начнет проявляться. То, что когда-то было далеко, станет близким. Обещать то, что было задержано, теперь готово к доставке. Но есть и одно условие, ключ который должен быть повернут вашим собственным вера. И это секрет вы узнаете, если дочитаете до последних слов этого послания. Небеса не открывают свои тайны нетерпеливым, они открывают их ожидающим. Правда в том, что небеса уже выбрали тебя. Ты отмечена знаком святое наследие, и каждая пролитая тобой слеза, каждая ночь, которую ты считал потерянной, каждая дверь, которая закрылась перед тобой, все это было частью подготовки к этому божественной встрече. В 2025 году вы увидите причину каждой задержки. Вы поймете, почему Бог заставил вас ждать. И когда вы встретите этого человека, ваше чудо это больше не будет молитвой, это станет вашей реальностью. Но вы должны принять это слово с верой, потому что то, во что вы верите в данный момент, определяет то, во что вы вступите в ближайшие месяцы. Итак, я призываю вас, не просто слушайте. Верьте. Дослушайте это послание до конца, потому что прежде, чем оно закончится, я открою вам знак, безошибочная отметка. Это подтвердит, что это сообщение действительно для вас. Такой урожай вашего благословения уши формируется в невидимом мире, и ваша судьба в нескольких минутах от перемен. Небеса сказали, и это ваше время. Что-нибудь сверхъестественное вот-вот начнется. Но прежде чем я скажу вам, на что именно нужно обратить внимание,
прежде чем я раскрою вам тайну знакета появится как подтверждение, вы должны понять духовную причину этого небесного выравнивания. Прежде чем я открою вам то, что небеса готовят для вас в этом божественном году 2025, вы должны сначала понять, почему вы должны доверять Богу со всеми твоими сердцем, ваши планы и ваши ожидания. Потому что то, что вот-вот произойдет в вашей жизни, прибытие этого избранного человека, открытие дверь, излияние благословения, богатства и чуда, зависит не от того, что вы видите, а от того, что вы полагаете. Вы можете сказать: «Но я уже доверял и разочаровывался». Однако правда в том, вера не доказана в легкие времена, этакованные в бурях. И прямо сейчас Бог призывает вас снова довериться Ему полностью, глубоко, без страха. Потому что Он еще не закончил с вами. На самом деле, Он готов удивить вас непредвиденные и сверхъестественные проявления Его обещания. Но прежде чем чудо свершится, позвольте мне показать вам 6 священных причин, почему вы должны доверять Его, 6 божественных истин, которые раскрывают Его вечную сущность к власти Его завет с вашим судьба. Первая причина – Бог знает тебя по имени. Ты не забыт. Небеса не забыли твои молитвы. С того момента, как ты сделал первый вдох, твое имя произносилось в Эдух. Бог не видит тебя как одного из многих, Он видит тебя как своеговыбранное судно. Исайя 43:1 заявляет: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени, ты мой». Понимаете ли вы силу этих слов? Каждый раз, когда вы думали, что всем все равно, Бог шептал ваше имя на небесах. Каждый раз, когда вы чувствовали себя невидимым, Его ангелы несли ваше прошение к Его престолу. Он знает ваши слезы, ваши трудности и ваши мечты. И в 2025 году Он объединяет людей и моменты, чтобы снова произнести это имя вслух, не в печали, а в праздновании. Ты никогда не терялся, тебя готовили к признанию. Вторая причина – Бог будет сражаться в ваших битвах. Есть битвы, которых ты никогда не видел, потому что небеса сражались за тебя, двери которой оставались закрытыми, потому что скрывали разрушение. Были люди, которые ушли из твоей жизни, потому что они никогда не были частью твоей жизни, судьба, видишь ли, иногда Божья защита кажется отвержением, но на самом деле это божественное вмешательство. В Исходе 14 часов 14 минут говорится: «Господь будет бороться за вас, вам нужно только молчать, вы были беспокойны, пытались исправить, убедить, подтолкнуть, но Бог говорит: будьте тихи и смотрите, как я двигаюсь». Невра, которая пыталась уничтожить тебя, уже потерпела поражение. Буря, угрожавшая твоему миру, уже потеряла свою силу. Тебе не нужно бороться с ней в одиночку. Боевой принадлежит Господу. Третья причина – Бог всегда думает о вашем благе. Даже когда путь кажется тяжелым, даже когда благословения кажутся отложенными, Его планы никогда не причинят вам вреда, но помогут вам. Иеремия 29:11 – это не стих, это обещать запечатанной вечности. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о тебе, говорит Господь, намерения во благо тебе, а не на зло, намерение дать тебе будущность и надежду». Вы спрашивали, почему это происходит? Но правда в том, что каждое разочарование перенаправляло вас к чему-то большему. Наследования. Каждая задержка спасала вас от незавершенного дела. Урожай. То, что вы считали концом, оказалось всего лишь семя чего-то изобильного. Когда вы наконец увидите полную картину, вы поймете, что его «нет» было на самом деле ключ вашему величайшему «да». Четвертая причина. У Бога для тебя есть лучшие планы. Возможно, ты запланировал одну жизнь, но Бог написал другую. Ты хотел утешения, Он хотел трансформации, ты просил выживания. Он приготовил избыток, вы молились о малых благословениях, но Он намерен дать вам переполнение. Исайя 55:8 напоминает нам: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь».
иногда Бог будет прерывать ваш план, потому что Он не позволит вам довольствоваться меньшим, чем ЕГЭ обещать в 2025 году его план начнет воплощаться в жизнь. Появятся новые союзы, дверь откроется там, где когда-то стояли стены, и тот человек, который войдет в вашу жизнь, принесет божественную связь на следующий этап вашей жизни – судьба. Не сопротивляйтесь этому, примите это. Пятая причина – Бог – ваше прибежище в трудные времена. Когда бушует буря, когда страх берет верх, когда деньги заканчиваются, и когда ваш дух чувствует слабость, Он остается твоим прибежищем. Псалом 45:1 гласит: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Обратите внимание на слово «вездесущий». Он не покидает вас, когда жизнь становится мрачной. Даже в самый одинокий час Его присутствия окружает тебя, словно невидимая броня. Каждую бессонную ночь, каждый безмолвный крик Он все слышал. Ты все еще стоишь, потому что Он укрыл тебя в тени своих крыльев. Это не слабость, это доказательство Его верности. Шестая причина – Бог всегда с тобой. Вы никогда не одиноки, ни на секунду. В Евангелии от Матфея 28:20 содержится эта вечная уверенность. И истина, я с вами во все дни до скончания века. Когда ты идешь сквозь огонь, Он идет рядом с тобой. Когда ты ступаешь в бездну, Его рука держит тебя. Когда ты думаешь, что не можешь сделать больше шага, Его рука дух поднимает тебя. Тебя никогда не бросали, тебя сопровождали. Каждый момент, каждая трудность, каждый чудо под маской приближает вас к исполнению Его замысла завет с тобой. А теперь слушайте внимательно. Эти 6 истин не просто утешительные слова. Они – духовные законы, записаны в вечном архиве небес. Доверять Бог должен открыть свою власть в вашей жизни. Верить – значит получить доступ к тому, что Он уже приготовил. И когда вы вступаете в это вера, вы активируете поток избыток выздоровления и обеспечение, которое ждала тебя еще до твоего рождения. Но именно на этом большинство людей останавливаются, слышат обещания и ничего не предпринимают. Нужно действовать, вера требует движения. Каждый раз, когда вы действуете с верой, небеса откликаются. И я хочу пригласить вас совершить этот первый поступок, вера, прямо сейчас. Если это слово находит отклик в вашем сердце, дух, и если вы чувствуете это тепло в груди, это Дух Божий, подтверждая, что это послание твое. Поэтому сделай этот пророческий шаг. Нравится это видео как символ вашего вера. Потому что каждый акт веры, каким бы малым он ни был, имеет духовное значение. Нажимая эту кнопку, вы как бы говорите небесам: «Я принимаю это слово. Я принимаю свое обещание. Я верю, что мое чудо близко». Вера – это не просто эмоция, это активация. Сам Иисус сказал в Евангелии от Марка 11:24: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Ты это слышал? Нет, это может быть ваше, но он будет твоим. Это божественный закон веры. Вера создает реальность. Небеса освобождают то, во что сердце осмеливается верить. И вот почему я говорю вам: наберите 1111 в комментариях, если верите. Потому что это число не случайно, а оно символично. Выравнивание из открытой двери божественного заказ в хаосе. Это пророческое число, знаменующее новое начало. Когда вы пишете его, вы свидетельствуете: «Я согласен с планом небес. Я готов принять свое наследие». Но послушайте внимательно. Доверять не строится на комфорте, а строится на ожидании. Многие теряют свои благословения потому, что они перестают верить на полпути. Они устают ждать, думая, что Бог забыл о них. Но урожай занимает время, потому что семя должно расти незаметно. То, что вы не видите движения, не означает, что ничего не происходит.
Вера подобна корень-система, невидимая, но необходимая. То, что вы делаете в тишине, готови чудо-что все скоро увидят. Возможно, ты думаешь, но я слишком много потерял. Я слишком долго ждал. Нет, дитя мое, ничто не потеряно в руках Бога. Каждая слеза оросила твой урожай, каждое разбитое сердце создавало почву для нового избыток. Вы не отстаете от графика, вы идете в божественном ритме. Грядущий в 2025 году вернет все, что было отнято. Двойное за ваши хлопоты, переполнение за вашу верность. Пусть эта истина глубоко укоренится в вашем сердце, к сердце. Бог не ошибается. Тебя не забыли, тебя сохранили. Тебя не задержали, тебе готовый. Когда Он посылает этого человека, когда дверь открывается, когда чудо манифестирует, вы увидите, что каждый закрытый путь был защита, а не наказание. Прежде чем мы перейдем к раскрытию истинного смысла этого божественного выравнивания, остановитесь на мгновение. Приложите руку к груди и скажите: «Боже, я доверяю Тебе». Произносите это до тех пор, пока не почувствуете, как это вибрирует в вашем теле к дух. Повторяйте это, пока страх не растворится в вере. Потому что прямо сейчас небеса вас слышат. Ангелы, записываем ваше признание. Это тот момент, когда ваше признание веростановится, ключ который разблокирует вашу дверь. Если вы чувствуете, Дух подтверждая это послание в вас, я хочу, чтобы вы совершили один последний акт пророческого послушания. Нравится это? Видя тип 11.11 и заявляем: «Мое чудо уже написано», потому что речь идет не о социальной активности, а о духовном заявлении. Каждый акт веры создает движение в невидимом. А теперь приготовьте свое сердце, потому что в следующей части этого сообщения я открою настоящее чудо из Писания, то, что точно отражает то, что Бог делает в вашей жизни. Это докажет вам, что то же самое власти, которое раздвинул море и воскресил мертвых, все еще действует преобразование, все еще работая для тех, кто полагать. Оставайтесь со мной до конца, потому что следующее откровение не просто откроет вам разум, это откроет ваше будущее. Чувствуете? Это едва заметное движение в вашем теле. Дух, этот тихий шепот в твоем сердце, который говорит, что то вот-вот произойдет. Ты ждал, молился, держался тихими ночами и неопределенными утрами. Ты видел, как другие вставали, пока ты оставался неподвижным, и ты спрашивал: «Боже, когда же наступит моя очередь?» Дитя мое, слушай внимательно. Это твое время. Сезон задержки заканчивается, и дверь божественного избыток вот-вот откроется перед вами. Вы уже чувствуете это, перемену в атмосфере, священное предвкушение, которое невозможно объяснить логикой Тальковера. Так много благословений я близко, ближе, чем твои сомнения, ближе, чем твои страхи. Продолжайте верить. Продолжайте молиться. Следите за своим, жизнь преобразовывается перед вашими глазами. Но прежде чем чудо приходит, я должен спросить тебя кое о чем, и я хочу, чтобы ты был честен с собой. Как долго ты притворялся, что все хорошо, когда твой сердце устал? Сколько ночей подряд ты смотрел на свои счета, свои обязанности, свое отражение и шептал: «Я больше так не могу». Сколько раз вы задавались вопросом, слышит ли Бог ваши молитвы, молитва? Ты нес столько бремени в одиночку, пытаясь удержать свой мир на плаву, но небеса видели каждую слезу, каждое сомнение, каждый момент молчания, когда ты почти сдался. И это послание, эта божественная встреча, способ небес сказать: «Я тебя не забыл». Каждая семья есть кто-то, кто разрывается в бедность, который выходит из выживания и идет в наследование. Тот, кто поднимается, пока другие оседают, кто становится ключ для будущих поколений. Прислушайтесь внимательно. Этот человек в вашей семье – ты. Ты – избранный сосуд, через который благословение будет течь. Ты – дверь, через которую урожай войдет. Цепь «достаточно» заканчивается на тебе,
и завет переполнения начинается сейчас. Ты тот, кто перепишет историю своего рода, ты станешь миллионером не из жадности, а по божественному предназначению. Бог собирается доверить тебе богатство потому, что твой сердце остался чистым благодаря отсутствию. Тип 222, если вы верите, потому что это число несет вибрацию божественного подтверждения и умножения. Но давайте на мгновение будем реалистами. Вы когда-нибудь задумывались, почему, несмотря на вашу веру, то благословение все еще кажется, что он откладывается? Почему другие, которые почти не молятся, преуспевают, а вы, взывающие к небесам, постоянно сталкиваетесь с теми же стенами? Потому что Бог не отвергал вас, Он был развивающийся тебя. Он не наказывал тебя, Он готовил тебя. Ему нужно было убедиться, что когда избыток прибыли, это вас не уничтожит. Видите ли, деньги в неправильных руках становятся рабством, но в руках верующих становится служение. Вам пришлось научиться благодарности, прежде чем Он смог освободить вас. Величия. Вам пришлось испытать боль ожидания, чтобы, когда урожай придет, вы будете знать, как его защитить. Спросите себя, сколько раз вы были готовы согласиться на меньшее, потому что ожидание казалось слишком тягостным? Сколько раз вы говорили себе: «Может быть, мне не суждено быть таким благословленным»? Враг пытался убедить вас, что ваши мечты слишком велики, что ваше время прошло, что вы упустили свой шанс. Но Бог говорит: «Нет, самое вкусное я приберегла напоследок. Вы не опоздали, вы идете по идеальному графику к божественному освобождению». Сезон, когда другие получают, пока вы остаетесь неподвижными, закончился. Это повернись. Это честь вашего чуда. Я хочу, чтобы вы представили это вместе со мной, утро, когда вы просыпаетесь и понимаете, что все беспокойства, которые когда-то не давали вам спать по ночам, превратились в показания. В тот момент, когда вы входите в дом, о котором молились, садитесь за руль автомобиля, о котором только мечтали, держите в руках выписку из банка, подтверждающую ваш прорыв. Это не фантазия, это вера, превращаясь в реальность. Бог собирается сделать что-то такое непредвиденное и сверхъестественное в ваших финансах, что даже те, кто сомневался в вас, должны будут сказать: «Истинно, Господь был с ними». Оглянитесь на этот период нужды и поймите, что это было не наказание, а посадка. Вы сеяли слезы, которые вскоре принесут плоды. Радость. Ты жертвовал, когда у тебя было мало, и небеса ценили каждую жертву. Теперь урожай грядет с божественным ускорением. Богатство найдет тебя не случайно, но по завету. Ибо Слово говорит во Второзаконии 8:18: «Помни Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы утвердить завет свой». Это означает, что это избыток не случайно, оно пророческое. Ты был избран нести его, управлять им и приумножать его во славу его. Но я должен спросить: вы действительно готовы к тому, о чем молитесь? Вы готовы к трансформации, которой идет с избыток? Потому что чудеса требуете ответственности. Когда Бог возвысит вас, будете ли вы помнить Его? Когда Он умножит ваши ресурсы, будете ли вы использовать их для исцеления, жертвования и созидания? Вот почему Он совершенствует ваше сердце, потому что дверь, через что вы сейчас пройдете, не только финансовая, но и духовная. Вы не просто благословлены сиять, вы благословлены служить. Теперь я хочу, чтобы вы глубоко задумались над этим вопросом. Что, если все, что вы претерпели, было лишь подготовкой ко всему, о чем вы молились? Что, если отказ был защитой, потеря изменением пути, а задержка подготовкой? Будете ли вы все равно благодарить Бога за то, что не получилось? Ведь те, кто может славить Его в долине, поднимутся на гору. И ты, дитя мое, скоро поднимешься. Вы стояли на краю своего обещать так долго, что вы уже привыкли к ожиданию. Но я говорю вам сегодня, время ожидания закончилось, и дверь вот-вот откроется.
Тот человек, о котором я говорил. Раньше тот, кого небеса назначили для вашей следующей главы, скоро войдет в вашу жизнь. Он принесет ключ, чтобы открыть то, что было утаяно. Они не приходят, чтобы отнять у вас, но чтобы активировать, что уже есть внутри вас. И когда это произойдет, все сферы вашей жизни начнут приходить в соответствие: финансы, здоровье, отношения, предназначение. Это станет началом вашего божественного урожая-сезона. Но ты должен сделать одну вещь прямо сейчас. Не просто слушай это, произнесите это вслух. Это мое время. Повторяйте это до тех пор, пока ваше сердце верит в это. Потому что каждое заявление освобождает власть невидимое царство. Небеса отвечают слова, наполненные верой. Когда вы объявляете свою судьбу, атмосфера начинает меняться в вашу пользу. Поэтому сделайте глубокий вдох и со всей верой напишите 222 в комментариях. Это ваш пророческий акт сонастройки, ваш сигнал небесам о том, что вы готовы к грядущему. Представляешь, как будет выглядеть твоя семья, когда ты воскреснешь? Поколение после тебя, твои дети, твои внуки не познают ту боль лишений, которую ты пережил. Они будут жить под покровом твоих послушания. Они будут ходить в наследование. Это начинается с вашего «да». Любое проклятие дефицита будет разрушено, потому что один человек, вы, осмелился поверить, что Бог может сделать невозможное. Ты выключатель циклов, реставратор судьбы, избранный инструмент божественного богатства и благословения. Итак, позвольте мне спросить еще раз, во что вы готовы верить? Готовы ли вы доверять тому, что может ли одна идея превратиться в бизнес? Что одна встреча может изменить вашу жизнь навсегда? Чудо может ли стереть годы борьбы? Потому что в тот момент, когда ты действительно в это веришь, Вселенная выравнивается, чтобы выполнить его. В тот момент, когда ваше сердце переходит от сомнений к вере, ваши обстоятельства начинают подчиняться повелениям небес. Вы прошли через достаточно трудностей, чтобы осознать разницу между задержкой и отрицанием. Это прямо сейчас не отрицание. Это божественно. Выбор времени разворачивается. Знаки начнут проявляться в мелочах. Неожиданная благосклонность, случайные возможности, внезапный мир там, где царил хаос. Это не совпадение. Это отпечатки пальцев Бога, подтверждая ваше обещать. Продолжайте наблюдать. Продолжайте верить. Продолжайте молиться. Не позволяйте этому посланию стать очередным моментом вдохновения. Пусть оно станет для вас поворотным моментом. Потому что небеса движутся для тех, кто движется, вера. Это сообщение нашло вас. Потому что время совпало, к 2025 не будет повторением вашего прошлого. Это будет год вашего урожая проявляется. Вы оглянетесь назад и скажете: вот тогда все и началось. Если вы это получили, смело заявите об этом: мое время пришло. Моя судьба сбывается. Мое чудо уже предначертано. И затем введите 222, потому что небеса записывают каждое слово, произнесенное в вера. Каждое число, которое вы пишете, это семявера, и урожай будет за пределами того, что вы себе представляете. Твой историяскара изменится. Ваше мяскара будет произнесено в комнатах, в которые вы еще не заходили. Ваша жизнь вот-вот засияет светом, который не сможет затмить никакая тьма. Ты избран. Ты назначен. И твой чудо ближе, чем вы думаете. Держите свой сердце открытый, ваш вера сильный, и ваш глаза закреплены обещать, потому что это момент, когда возникает надежда и пробуждается судьба. Смотрите до конца, потому что следующее откровение не только подтвердит то, что Бог делает в вашем жизни, но Он покажет вам именно как, чтобы подготовить себя к полному выпуску вашего благословения. Следующая часть этого сообщения раскроет скрытый ключ, который превращает веру в реальность.
Не пропустите, ведь ваше следующее чудо зависит от того, как вы распорядитесь тем, что только что услышали. Врач может спасти вашу жизнь. Адвокат может защитить вашу жизнь. Солдат может защитить вашу жизнь. Но только Бог, только я могу дать тебе вечная жизнь. Это то привилегированные знания небеса открыли тебе через твою боль. Другие измеряют успех богатством, славой или легкостью. Но ты, мой избранник, теперь понимаешь, что величайшее чудо не комфорт, а связь идти со мной через страдания, значит идти в вечности. Безопасность доверяться мне. Когда ты не видишь, значит держать ключ к сверхъестественному миру. Помните, что написано в послании к Филиппийцам 4, 6, 7: «Не заботьтесь ни о чем, но во всем в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышления ваши во Христе Иисусе». Теперь вы понимаете. Я никогда не просил вас быть совершенными, я просил вас быть настоящими. Я никогда не требовал силы, я предлагал мир. Когда ты молился и ничего не чувствовал, я все еще двигался. Когда ты замолчал, я все еще говорил от твоего имени. Так почему же слезы? Потому что слезы – это священный язык. Они говорят то, что не могут выразить словами. Каждый раз, когда ты плакал, небеса переводили твою боль, в цель твои слезы стали твоим свидетельством. Ты плакал, когда проиграл, но эти слезы посеяли семя. Вы плакали, когда двери закрывались, но эти слезы очистили ваш путь для новых возможностей. Ты плакал, когда тебя не понимали, но эти слезы смывали гордость, так чья милость могла расти. Каждая пролитая тобой слеза не была напрасной, она была инвестирована. И теперь урожай настало время. Слушай внимательно, дитя мое. Небеса меняются. Ветры, которые когда-то несли боль, теперь несут обещать. Твой ангелы стоят вокруг тебя, окружая тебя сияющей защитой, сквозь которую не проникает никакая тьма. Они видели твой путь, слезы, молитвы, тихие поступки Верачта никто не заметил. И теперь они готовы, потому что это ваш поворотный момент. Это тот момент, когда все начинают меняться. Ваши финансы, твои отношения, твоя карьера и даже ваше здоровье собираются выровняться под силой божественного услуга. Что-нибудь большое приближается к вам. Не случайно вы читаете эти слова. Это божественные встречи небеса не ошибаются. Дух привел вас сюда, потому что следующая глава вашей жизни пишется прямо сейчас. Глава избыток, счастье, рост и трансформация. Трудности, которые когда-то определяли вас, теперь сделают вас совершеннее. Задержки, которые когда-то вас раздражали, теперь возвысят вас. Чудота, что казалось далеким уже. Пришло в движение, тихо, но мощно приближаясь к вам. Поэтому я должен спросить вас, готовы ли вы? Вы действительно готовы получить то, о чем молились? Готовы ли вы к бремени благословения, для переполнения богатства, для отношений, которые исцеляют, а не ранят, для двери которые открываются и больше никогда не закрываются? Потому что то, что грядет, требует от вас до небеса, откликаются на голос ожидания. Так что напишите да прямо сейчас, если вы готовы. Это ваше пророческое заявление, ваше соглашение с небесами. Обещать. Когда вы говорите «да», вы говорите «я нахожусь в согласии со своим судьбой, я готов к своему урожаю». Дорогой Божией, я прошу тебя сейчас прикоснуться к телу того, кто это читает. Отправить выздоровление каждой клетке, каждому нерву, каждой ране, причинившей боль. Восстанови здоровье там, где болезнь отняла силы. Возроди радость там, где укоренилась печаль. Отче, прикоснись к ним. Финансы. Откройте дверь к новым возможностям, божественному партнерству и потокам избытка, которые никогда не иссякнут. Прикоснитесь к ним сердце, Господь,
принеси настоящую любовь, вечный мир и отношения, которые чтят твой дух, пусть одиночество сменится связью, пусть предательство сменится доверять. И прежде всего, откройте новые двери из благословения, которую ни один человек не может закрыть. Потому что прямо сейчас 7 божественных сообщений высвобождаются с небес, 7 пророческих заявлений из уст Бога в вашу жизнь. Каждая из них несет ключ, чтобы раскрыть определенную сферу своей судьбы. Слушайте внимательно, ведь это не пустые слова, это живые обещания. Сообщение первое. Вы будете процветать. Это не мечта, это божественное предопределение. Вы будете преуспевать во всем, к чему приложите руки. Ваш бизнес будет расти. Ваша карьера пойдет в гору. Ваши идеи найдут отклик. Семята, что вы посеяли в вере, скоро произведет обильный урожай. Во Второзаконии 28:12 говорится: «Откроет Господь небеса, сокровищницу щедрот своих, чтобы благословлять все дела рук твоих». Это ваш завет, процветание, проистекающее из послушания. Вы не только будете иметь достаточно, но и будете иметь переполнение. Сообщение второе. Вы снова улыбнетесь. Слезы, когда-то затуманивавшие ваш взор, теперь стираются рукой Божьей. Радость возвращается к вам. Сердце. Где была тяжесть, там будет смех. Где было разочарование, там будут танцы. Сезон грусти заканчивается, и дух восстановления вдохнет в вас новую жизнь. Вы проснетесь с миром, заснете с благодарностью и проживете каждый день с обновленным чувством. Надеяться. Сообщение третье. Ваш шторм закончился. Ветра, которые когда-то завывали против вашего продвижения, теперь стихают. Шторм то, что когда-то заставляло тебя дрожать, исчерпало себя. Бог говорит: «Мир, успокойся, ты достаточно натерпелся, теперь наступает затишье». Каждая битва, каждая бессонная ночь, каждое испытание, которое потрясло тебя, вера, было разрешено лишь для того, чтобы укрепить тебя. Но теперь все кончено. Тучи рассеиваются, и свет многообещательного сияет. Вы выходите из зоны выживания в безопасность. Послание четвертое. Ты найдешь мир во мне. Истинный мир не приходит от деньги, от людей или от обстоятельств. Это исходит от моего присутствия. Вы искали мира в мире, но я даю вам мир, который мир дать не может. Когда нарастает тревога, мое дух успокоит твои мысли. Когда шепчет страх, мой голос заглушит его. Мой покой будет твоим убежище, место вашего отдыха, ваш источник. Силовое послание к Филиппийцам 4:7 говорится: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышления вашего во Христе Иисусе. Этот мир – ваше наследие». Послание 5. Вы прощены. Каждая ошибка, каждая неудача, каждое сожаление смыто моей милость. Перестаньте нести вину, которую я уже понес на кресте. Вас определяет не ваше прошлое, вас определяет мое. Милосердие. Я видел, что ты сделал, и все равно выбрал тебя. Я видел твою слабость, и все равно призвал тебя. Мое прощение не временно, а навечный. Смело идите в новом начинании, ибо вы свободны. Послание 6. Со мной ты в безопасности. Мир может сотрясаться, но мой завет стоит твердо. Враг может план, но я твой щит, ты сокрыт под сенью моих крыльев. Ничто не может отлучить тебя от моей защиты. Когда тебя охватывает страх, помни, я твоя крепость, твой защитник, твой вездесущий. Помощь в трудные времена. Псалом 90. Ваша божественная защита. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Вы в безопасности во мне. Послание 7. Вас любят. Еще до того, как ты помолился, я возлюбил тебя. До того, как ты уверовал, я возлюбил тебя.
До того, как ты понял меня, я возлюбил тебя. Моя любовь не заслуживается, она вечной. Оно терпеливо, когда ты падаешь, сильно, когда ты слаб, и неизменно, когда все остальное меняется. Ты любим безмерно, безмерно, безвременно. Ничто, ни неудача, ни страх, ни даже смерть не может отлучить тебя от моей любви. Теперь слушай, дитя мое, эти 7 посланий, неотдаленные обещания. Это реальность настоящего, ожидающая твоего внимания, точка соглашений, когда вы верите в них, они начинают проявляться. Небеса движутся в ответ на веру. Поэтому я спрашиваю вас снова, готовы ли вы их принять? Готовы ли вы к доброй весть для хорошие времена, для хорошие отношения, для хорошее здоровье и для благословения, меняющие жизнь? Если да, введите 333 в комментариях прямо сейчас. Это число символизирует Троица, Отец, Сын и Святой Дух действуют в совершенном единстве ради вас. Это ваш знак согласия, ваш акт активации. Потому что что-то хорошее уже в пути. Скоро вы получите сообщения, возможности и знакомства, которые докажут, что это не просто слова, это трансформация. Ожидать божественные призывы, ожидать неожиданное положение, ожидать восстановления в районах, которые вы считали потерянными. Ваш вера притягивает ваше будущее в ваше настоящее. Давайте помолимся еще раз, в единстве Дух. Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты читаешь эти слова. Благодарю Тебя за то, что Ты назначил этот момент поворотным. Я заявляю, что все цепи ограничений разрушены, все задержки устранены, и вседверь то, что было закрыто, теперь открывается. Пусть выздоровление течь через их тело, пусть мир течь через их разум, пусть избык протекайте через их жизнь. Окружите их своим ангелы, пусть ваша услуга иди пред ними, и пусть твоя любовь поддерживайте их на каждом шагу. С этого дня пусть все, к чему они прикасаются, процветает, все, что они говорят, обретает силу, и все, во что они верят, становится реальностью. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь дышите. Почувствуйте тишину вокруг себя. Это спокойствие, которое вы ощущаете, не совпадение, это подтверждение. Небеса услышали, и Дух запечатал это слово в вашей жизни. Ожидайте появления знаков, сначала небольших, а затем и несомненных. Неожиданная благосклонность, спокойной ночи, удивительные возможности – вот ваше подтверждение того, что 7 сообщений находятся в движении. Не ждите перемен просто так, ожидать не просто желайте благословения, ходить в этом. Каждый момент с этого момента несет на себе печать чуда, ароматобещать, ритм божественного выравнивания. Твои ангелы наблюдают за тобой. Небеса ликуют. Бог улыбается тебе. Вы будете процветать. Вы снова улыбнетесь. Твой шторм закончился. В нем вы найдете мир. Вы прощены. Вы в безопасности. Тебя любят. Тип 333 ниже и заявляем: я принимаю это. Я верю в это. Я требую этого, потому что это твой момент. Что-нибудь хорошее приближается к вам. Хорошие новости, хорошие времена, хорошие отношения, хорошее здоровье и благословения, меняющие жизнь. Твой урожай началось. Срочные новости с небес. Ваша история скоро изменится, это не просто еще одно сообщение, не еще одно мотивационное слово, это божественное объявление. Бог говорит: если вы это видите, значит, это касается вас. Вы собираетесь быть благословенны. Второй шанс – не переработанная возможность, а возрождение в Сававашига судьба. Второй шанс прожить жизнь, о которой вы мечтали, но думали, что она ушла навсегда. Второй шанс восстать из пепла неудач, разбитых сердец и разочарований в новый мир, к избыток, богатства и чуда.
Небеса возвестили о вас следующее: воздаяние твое будет в 10 больше, все, что вы потеряли, вернется приумноженным отношение, здоровье, финансы, цель и радость. Это тот момент, о котором вы молились, повернись. Тот, который приходит внезапно, без предупреждения, но в идеальное время. Возможно, вы его пока не видите, но Дух Бог уже начал перестраивать все заново. Он подбирает людей, возможности и божественные предназначения, чтобы исполнить то, что Он обещал вам давным-давно. Урожай, то, что было отложено, теперь ускоряется. Тот же Бог, который за одну ночь превратил Иосифа из пленника в принца, собирается сделать то же самое и для тебя. Одна ночь послушания, один миг, один акт преданности может открыть шлюзы небес. Бог говорит: тебе нужен мой мир, а не эти напитки. Тебе нужна моя любовь, а не эти наркотики. Ты пытался заглушить свою боль временным утешением, но я – постоянное решение. Я твой целитель, твое убежище, твое исцеление. Вы бежали от боли, но теперь пришло время столкнуться с моим присутствием. Ты пытался исправить то, что могу восстановить только я. Отпусти, ведь я беру все под контроль. Я утешу тебя там, где мир тебя отверг. Я – процветать ты в том самом месте, где ты когда-то боролся. Это твой второй шанс на жизнь, ваш сезон искупления. Тот, который делает враг дрожал, потому что думал, что победил. Но последнее слово за Богом, и это слово – реставрация Катнесезен скорби закончилась, сезон перелива начинается сейчас. Каждая пустая область будет заполнена. Каждая дверь, то, что было закрыто, распахнется. Каждый семя, что казалось похороненным, расцветет в двойном цветке урожай. Каждая область, которая сломала тебя, станет той самой областью, которой я благословляет ты. Если вы это читаете, это не случайно, это пророческое время. Вы ввели свой сезон 10-кратного восстановления. За каждый год ожидания вы получите 10 лет награды. За каждую слезу 10 смеха. За каждую неудачу 10 побед. За каждое поражение 10 приобретений. Математика Бога – умножение. Его услуга экспоненциальной. Когда Он восстанавливает, Он не возвращает все как было. Он возвращает все обратно. Лучше, больше, ярче. Прямо сейчас небеса объявляю сверхъестественное изменение. Те же люди, которые вас не замечали, вскоре будут смотреть на вас с уважением. Те же руки, что отвергли вас, теперь будут приглашать. Перед вами откроется тот же путь, который когда-то казался невозможным. Это божественная справедливость, и ты был спрятан достаточно долго. Теперь Бог собирается сделать тебя видимой. В центре внимания и милость поворачивает в вашу сторону. И Бог снова говорит: не упустите эту возможность, потому что восстановление требует участия. Оно требует, чтобы вы снова поверили, снова начали двигаться, снова говорили. Это не пассивное состояние. Чудо – это активный завет. Небеса ждут тебя. Соглашение. В тот момент, когда вы говорите «да», сдвиг начинается. Позвольте мне нарисовать вам картину. Представьте, что вы просыпаетесь однажды утром и понимаете, что бремя исчезло, тяжесть, смятение, тревога исчезли. Представьте, как открываются двери, в которые вы даже не стучали. Представьте, как приходят хорошие новости: одобрено, допущено, принято на работу, исцелено. Представьте себе, что ваш банковский счет, отражая изобилие, ваш сердце полный мира, ваше тело выздоровел. Это не фантазия, это ваше будущее, и это начинается в тот момент, когда вы верите. В слове говорится в Иаиле 2:25: «Я воздам вам за годы, которые пожирала саранча». Это значит, что даже время, которое вы считаете потерянным, будет искуплено. Годы ожидания, разрушенные отношения, упущенные возможности,
Бог вернет их, придавливали, встряхивали и переливали, только ничто не теряется, когда что-то отдано Ему. Вы можете сказать: «Но я пал слишком низко». Бог отвечает: «Вы именно там, где я могу с вами связаться. Место, где ты чувствуешь себя дальше всего от меня, это место, где и милости самый сильный. Ты думаешь, что потерпел неудачу, но я вижу тебя как прощен. Ты думаешь, что проиграл, но я вижу тебя как выбранный. Ты думаешь, что с тобой покончено, но я вижу тебя как начать снова». Это твой последний момент. Небеса только что отдали новый приказ – вернуть все, что было украдено. Ангелы уже пришли в движение, к двери разблокируются, сердца смягчаются, ресурсы меняются, судьба пробуждается. Вы вступаете в сезон восстановления Х-10. Позвольте мне рассказать вам, как будет выглядеть эта реставрация. Вы получите финансовый прорыв, долги будут погашены способами, которые вы никогда бы не смогли организовать. Вас ждут неожиданные выплаты, повышения и божественные возможности. Вам не придется гнаться за деньгами, деньги будут преследовать вас, потому что вы несете помазание изобилия. Вы испытаете восстановление отношений. Люди, предназначенные для вашего судьба, появятся партнеры, друзья, наставники. Формируются божественные связи. Разрушенные семейные связи будут исцелены. Старые раны затянутся, любовь найдут вас не по удаче, а по расположению. Вы войдете в здоровье и обновление, та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, течет через тебя, тела. Любая болезнь, любая боль, любая слабость сменятся силой. Вы будете просыпаться каждое утро с приливом энергии, которого не чувствовали годами. Вы станете свидетелями карьерный рост. Сезон застоя заканчивается. Новые двери откроются те, что соответствуют вашему божественному предназначению. Ваши идеи привлекут внимание. То, что раньше вызывало отторжение, теперь принесет награду. Вы будете переполнены мир. Штормозамешательства, которое мучило вас, разум прекратится. Ваши ночи будут спокойными. Ваш дух будет спокоен. И это внутреннее спокойствие станет вашей величайшей формой богатства. Это лавина обещания, каскад божественных движений, следующих за послушанием. Вы стоите на краю своего чуда, и все небеса приветствуют тебя. Бог говорит: «Войди я в это». Произнеси это. Заяви о себе. Тип 2222 прямо сейчас, как знак активации, это число знаменует ваш завет с обещанием восстановления X10. Когда вы это пишете, вы говорите: «Я получаю второй шанс». Я верю, что моя жизнь меняется. Я принимаю свое чудо. Помните эту истину. Вы могли потерять вещи, но вы никогда не теряли себя так оценить. Возможно, вас задержали, но вам никогда не отказывали. Время Божье идеально, и сейчас, прямо сейчас, Его-сезон искупления перед вами разворачивается. Вы вот-вот попадете в место, о которых когда-то только мечтали. Вы вот-вот встретите людей, которые несут ключи на новый уровень. Вас ждет благосклонность, которая развеет все сомнения. Все, что было против тебя, вот-вот сработает для ты. Каждая закрытая дверь — это была просто божественная защита, направляющая вас к правильному пути. Каждое «нет», которое вы слышали, было словно небеса говорили: «Подождем чего-нибудь получше», и вот теперь это что-то лучшее приближается. Не Дух Бога говорит: «Я не возвращаю тебя туда, где ты был. Я возвращаю тебя туда, где тебе суждено быть». Это восстановление в 10 раз. Ты не просто восстановишься, ты будешь править. Ты не просто вернешь то, что потерял, ты получишь переполнение. Вы не просто снова будете мечтать, вы будете жить мечтой.
Теперь остановитесь на мгновение. Сделайте глубокий вдох. Пусть мир Божий заполните ваше сердце это чувство, это спокойствие, которое сейчас накрывает вас, это и есть Дух, подтверждая, что это сообщение ваше. Вы перестраиваетесь вместе со своим судьба-боль, заканчивается, точка чуда начивается. Вы входите в сезон, где все, что когда-то вам сопротивлялось, теперь будет работать на вас. Тип 1010, если вы доверяете этому слову. Это число не случайно. Оно символизирует божественное завершение и совершенство, боговыбор времени. Это означает, что что-то замыкается, конец борьбы и начало успеха. Когда вы это пишете, вы заявляете: «Я доверяю тебе, Боже. Я отпускаю контроль. Я верю в твой план». А теперь послушайте, если что-то не происходит прямо сейчас, это не значит, что этого никогда не произойдет. Враг хочет, чтобы вы сдались до финиша. Но ваш прорыв уже отправлено. Оно в пути, движется сквозь время и обстоятельства, ожидая точного момента откровения. Благословение не потеряно, а на загрузка. И когда оно придет, то придет внезапно, в изобилии, прекрасно. Твой здоровье выздоровеет. Ваш финансы увеличится. Ваше отношение заживет. Ваш мечта оживет. Каждая сломанная часть твоего жизни восстанавливается моей рукой. Я делаю невозможное возможно, потому что я такой. Скоро ты скажешь: это мог быть только Бог. Тип 1717, если вы получите это подтверждение. Это число пророческое, оно символизирует двойная победа. Это печать победы, знак обновления. Когда вы пишете его, вы провозглашаете, что шагаете к победе за победой, чуду за чудом, благословению за благословением. Дитя мое, я даю тебе поручение. Ты уходишь не прежним. Ты уходишь преображенным. Ты уходишь как носитель веры, как носитель свет, как свидетель чудеса. Идите и говорите это слово в своей жизни каждый день. Говорите его в своем доме, в своих детях, в своих снах. Благословение, которое вы несете, распространится на всех, кто связан с вами. Позвольте мне запечатлеть этот момент. Молитва. Отец, благодарю Тебя за эту душу, которую Ты любишь. Благодарю Тебя за работу, которую Ты начал в их жизни, сердце и чудеса. Ты освобождаешь их жизнь. Я провозглашаю божественную защиту, божественную благосклонность и божественное богатство. Пусть всякое промедление обратится в ускорение. Пусть всякий страх обратится в веру. Пусть всякое пустое место наполнится Твоим присутствием. Когда они войдут в этот новый сезон, окружите их правильными людьми, откройте сверхъестественные двери, и пусть каждый Симеоне посеяли урожай, умноженный урожай. Я запечатываю их будущее с миром, их путь со светом, их душа с непоколебимой радостью. Во имя всемогущего Иисуса. Аминь. А теперь, прежде чем это видео закончится, я хочу пригласить вас на мгновение веры и послушания. Если это сообщение тронуло ваш дух, если вы почувствовали присутствие Бога, говорящего непосредственно с вами, затем прокомментируйте ниже свое слово вера. Сказать «Я получаю свое чудо» или введите 1717, чтобы запечатать его. Пусть ваше заявление будет записано не только на экране, но и в небесной книге памяти. И если вы еще этого не сделали, подписаться на этот канал. Не как обычный клик, а как акт согласования. Потому что то, что начинается здесь, продолжается завтра, на следующей неделе, в следующем сезоне. Каждое сообщение, опубликованное здесь, несет в себе новый ключ, новую дверь, новые благословения для вашего путешествия. В следующем видео мы расскажем, как поддерживать это чудо, как сохранить поток избыток и как ходить в ритме божественного услуга ежедневно. Ваша история здесь не заканчивается, она начинается здесь. Это не завершение,
это ввод в эксплуатацию, вы вступили в новую главу своей жизни, в свою обещанную урожай. Оставьте свой комментарий веры, введите число согласия и подпишитесь, чтобы небеса знали, что вы готовы к следующему откровению. Что-нибудь хороший, что-нибудь божественный, что-нибудь безошибочный уже на пути к вам. Твой чудо не придет, оно уже здесь. Твой сезон не ждет, оно уже началось. Твой жизнь уже никогда не будет прежним. Тип 1717 ниже, если вы его получите. Затем вдохните, отдохните и произнесите вслух: «Боже, я доверяю Тебе. Я отпускаю контроль. Я готов получить благословение». И наблюдайте, ведь еще до следующего восхода солнца вы начнете замечать первые признаки свайгопроров. Это твое время. Это твое время, точка чуда. Это ваш урожай. Пока мы не встретимся снова, оставайтесь верными, оставайтесь готовыми, оставайтесь.